And of course I'm happy. And next, IBF. This is my title. From Ukraine, still WBA, WBO, and ring champion, and now the new WBC lightweight champion of the world, Vasily Lomachenko! IBF lightweight champion of the world, Teofimo Lopez. Anything is possible. Anything is possible! Здравствуйте, друзья! Чемпион мира по 3 основным версиям Василий Ломаченко должен встретиться в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона с Теофимом Лопесом, который владеет титулом IBF. Хотя бой между этими двумя чемпионами предстоит подтвердить, однако у экспертов бокса Ломаченко является фаворитом. Я постараюсь объяснить, почему Василия считают фаворитом. После того, как Лома в мае 2018 года поднялся в легкий вес до 61 кг, он победил Хорхе Линареса, Хосе Педрасу, Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла. Педраса и Кэмпбелл – единственные два бойца, которые прошли полную дистанцию. До этого Ломаченко последний раз проходил все 12 раундов только в 2014 году, но даже по судейским запискам Василий был на голову выше оппонентов. Именно эта способность выглядеть превосходно, не переключаясь на вторую передачу, делает Лому таким опасным боксером. Но с другой стороны, это также вызывает вопросы о качестве его некоторых соперников. Как по мне, я же говорю, я не ощутил там большого сопротивления и что-то... Он не заставил меня очень сильно думать. Пока не могут найти хорошую сильную позицию, но я думаю, что в скором времени это все наладится. Сможет ли Лопес заставить перейти Василия на вторую передачу? В глазах многих Лопес может это сделать. Нет никаких сомнений, что у него есть сила, которая может проверить матрицу. Ключ к невероятному стилю Ломаченко – это баланс, выносливость и работа ног. То, как он скользит по рингу, создает углы для атаки, невероятно. Но без защиты, которой он обладает, это не было бы столь впечатляющим. Способность Ломаченко видеть удары дает ощущение, что он живет несколько секунд в будущем. Кажется, что все просто замедляется для него. В атакующем арсенале есть скорость рук, сила и способность взвинчивать и замедлять темп своих атак с помощью комбинаций силовых ударов, которые наносятся с безумных углов, что сковывает соперников. Даже элитные бойцы сдаются, когда понимают, что не смогут взломать код матрицы. Николас Уолтерс, Джейсон Соса, Мигель Мариага и ранее непобежденный Гильермо Ригонда сказали «no mas». Трудно понять, как Теофимо Лопес может сделать то, чего не сделали ранее другие соперники экстра-класса. Конечно, он показал, что он хороший боксер, но предположить, что он обладает навыками, позволяющими побить лучшего бойца паунд for паунд, по крайней мере, на мой взгляд, безумие. Он не обладает всеми этими умениями, что есть у Василия. Он даже не рядом, однако у него есть серьезная сила. Теофимо намного более прямолинейный боксер, чем украинец. Он готов принять удар в обмен на нанесение собственного удара. Когда он нокаутировал Ричарда Коми во втором раунде за звание чемпиона по версии IBF в декабре 2019 года, я был впечатлен. 22 года при рекорде 15-0 с 12 нокаутами Лопес выиграл свой первый титул чемпиона мира благодаря своей мощной силе. В 22 года можно предположить, что Лопес будет в будущем только улучшаться. Если бы он каким-то образом смог бы победить Ломаченко, он мог бы превратиться из многообещающего боксера в суперзвезду. Но что еще кроме скорости и мощи может Лопес противопоставить Ломаченко, который является лучшим технарем в боксе? Если он не сможет нокаутировать боксера, который постоянно уклоняется, то как он сможет победить его? Какими навыками обладает Лопес, чтобы поймать в ловушку Василия? Достаточно ли он опытен, чтобы вступить в войну с Ломаченко на 12 раундов и выйти победителем?
Возникает вопрос, Лопес переоцененный боксер? Короткий ответ – да. Лично я считаю, что он переоценен. Так что даже просить этот бой для Лопеса было смешно. Но учитывая, что он теперь обладает последним титулом, который Ломаченко должен завоевать, чтобы стать абсолютным чемпионом, этот бой состоится. Теперь Лопесу предстоит проявить себя против лучших. Конечно, он потрясающе нокаутировал Коми, но сравнивать Коми и Ломаченко не стоит. Теофимо и его отец проделали большую работу по медийному продвижению Лопеса, как убийцу на ринге, но они делают ошибку, выбирая Ломаченко прямо сейчас. Если этот бой произойдет в 2020 году, я думаю, что Лопес будет деклассирован. Хотя Лома не выглядел идеально в легком весе, возможно, на это повлияло небольшие габариты Василия. Слишком рано говорить о том, что Лопес боксер мирового класса. Мы должны видеть его в ринге с бойцами, которые могут его испытать. Лома не станет его проверять, он отведет его в школу и устроит для него мастер-класс, а это может повредить карьере Лопеса. Я вернусь с подробным прогнозом боя Ломаченко-Лопес, когда бой будет объявлен официально, так что следите за этим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, друзья!